Здравствуйте, мои ведьмочки, мои волшебники, мои любимые, мои маги. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему послания ангелов для вас в условиях больших перемен. Как ваша жизнь теперь повернется, какой стороной к вам, какие изменения в вашей жизни произойдут, да, и что вам скажут ангелы? Ну, то есть ваш ангел-хранитель, те, кто охраняет вас, да, духи рода, может быть, да, вот какие-то послания из окружающего пространства мы с вами сегодня будем считывать. Гадать я буду на Гуд Таро, Коллет Барон Рейд, и Оракул Духи животных, тоже Коллет Барон Рейд. Итак, я пока вот эту колоду убираю в сторону, потому что, я буду выкладывать сначала 4 позиции на Таро, а потом буду добавлять просто, да, от Оракула Духи животных какие-то для вас еще карты. Сначала мы будем смотреть на Таро, потом на Оракуле добавлять. Так, поэтому вот сейчас убираю коробочки, все эти убираю здесь. И будем с вами раскладывать наши карты. Давайте перемешаем колоду тщательно. Перемешаем колоду. И сейчас посмотрим послание высших сил. То есть нужно сдвинуть 3 раза, да? Сдвигаем 3 раза. 2 и 3. Что там вообще, в принципе, да, какое наставление, знак, может, для вас скажут высшие силы. 6 мечей, 6 воздуха, корабль, да, отплывает. И, конечно, это карта путешествий. То есть высшие силы как будто бы сейчас намекают на то, что вам нужно отправиться в путешествие, в какое-то новое приключение. Переходный идет период в жизни. И, мол, лучше не решать проблемы, да, какие-то, которые поступили, а пока от них, отходить, что ли, да, оставлять их на потом. Вот даже до такой степени карта иногда может вот это даже означать. Вообще, конечно, это карта хороших новостей, то есть в скором времени могут какие-то вам прийти издалека хорошие новости, да. Неплохая карта, я бы ее все равно плохой не назвала никогда в жизни, эту карту. Такой корабль, птицы, да, красота. Как же можно ее плохой назвать? Так, хорошо, давайте выкладывать 4 карты. 4 позиции, как обычно, по традиции. Первая карта – это что у вас сейчас в жизни происходит, в каком аркане вы находитесь. И тогда уже вы по ней будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали вообще, в принципе, позицию, да. Итак, вот наши 4 карты. И сегодня прям такой небольшой, малюсенький, но приятный сюрпризик. Я буду их все обозначать флюоритиками. То есть я буквально вот вчера приобрела 4 флюорита. Это очень красивые такие камушки. И мы с вами обозначим наши 4 позиции вот этими камушками. Итак, первая позиция, вот такой флюоритик. Вторая позиция очень-очень темно-фиолетовый. Но если вы на свет посмотрите, вы увидите, что там сверкают все цвета, конечно, и зеленого чуть-чуть. Но это трудно, да, вот так разглядеть, но можно. Так, фиолетовый. Дальше, значит, вот такой зелененький полосатый флюоритик с фиолетовыми вкраплениями. И фиолетовый флюорит. Такой вот, похожий на аметист, да, немножко. Вот такие у нас 4 флюорита сегодня. Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю вот сюда в сторону. Первая карта – это в каком аркане вы сейчас находитесь, да? В каком именно аркане? Итак, наш первый флюоритик такой вот очень бледненький, видите, зелененький. Какой красивый прям. И первая карта – это вы. В каком аркане вы сейчас находитесь? Это
Сила. Ну, сила это очень хорошая карта на самом деле. Она говорит, что вы очень сильны сейчас в жизни, и недавно в вашей жизни, скорее всего, были события, проверяющие вас на прочность, так скажем, в жизни. Получается, что карта силы выпала вам не зря. Скорее всего, вы в себе укротили какие-то страсти, да, мордасти, свои негативные эмоции взяли под контроль и также смогли, может быть, справиться с каким-то или вздорным человеком, или просто сложным человеком в вашей жизни. Сила– это карта набора энергии. То есть вы сейчас сильны как никогда на самом деле. Карта может показывать, что человек справляется с болезнями, с трудностями в жизни, с проблемами, что сейчас такой период, когда его способности усилены, усиливаются, и значит, вы можете абсолютно все, то есть добиваться любых целей и покорять этот мир. Сила всегда говорит о том, что человек сталкивался с испытаниями в жизни, но преодолел их. И уже теперь есть результаты. То есть прошлые какие-то периоды жизни тоже были сложные для вас, но сейчас вы пожинаете плоды, то есть вы начинаете укрощать этот мир, эту жизнь, эти трудности начинают распадаться. Карта сила также может говорить о том, что человек со знаком зодиака Лев или Дева очень сильно влияет сейчас на вашу жизнь. Ну, если уж зодиакально смотреть, да, то может быть такое. Ну, давайте хорошо, давайте тогда посмотрим, раз вот у вас сила есть, да, много силы, вы мощный человек, вы справляетесь с любыми негативными проявлениями, с трудностями, с любыми ударами судьбы, вы справляетесь с недавно появившимися какими-то обстоятельствами. Давайте посмотрим, что вам скажут ангелы, высшие силы, вселенная, духи рода, да, то есть все, что за наставления они вам дадут, что за указания про изменение вашего будущего, да, там, что они вам скажут. Вообще, может, советы какие-то дадут, да. Так, ну я здесь вижу четверку огня. Тут у нас, значит, сидит очень спокойная фея, фонарики сверкают, она играет на дудочке, на флейте. И мы понимаем, что она находится сейчас, ну, в некой зоне комфорта, да. То есть, по сути, высшие силы, ангелы, они вам говорят, сиди дома. То есть, никуда пока не двигайся. Тебе нужно обустраивать свой дом, нужно, чтобы в доме было все хорошо, гладко, тепло, светло. И постарайся сделать максимально для своего дома. То есть, вот, по сути, высшие силы, ангелы пророчат вам в ближайшем будущем постоянно быть в каком-то месте в одном. То есть, это там дом, работа, помещение. И чувствовать себя как будто закрытым в этом месте. Ну, то есть, как в зоне комфорта, да, вот как будто бы человек не сильно-то куда-то там скачет, бегает или еще что-то такое, да, а скорее пребывает в спокойствии, в стабильной обстановке. Вот. Хорошо, давайте дальше смотреть. Вообще, эта карта, конечно, даже некоторых таких спокойных праздников, да, семейных, иногда даже такое бывает, или свадеб. Так, следующая карта у нас тройка воды. Здесь девушка-русалка играет с жемчужинками, и мы понимаем, что как будто бы идет поток изобилия в вашу жизнь в скором времени. То есть карта такая, она счастливая, радостная и хорошая. То есть могут быть в вашем доме или там на работе хорошие какие-то новости. И также эта карта, опять же, ну как будто праздника. То есть может быть ангел-хранитель, вселенная, Бог намекают вам на то, что скоро вам чему-то радоваться, что-то праздновать, да, отмечать, может быть. И может у вас день рождения у кого-то, у вас, у близких, может быть чья-то свадьба действительно. Потому что эта карта вот такого, как, ну, как будто бы люди собрались, да, и столы ломятся от яств, они находятся в зоне комфорта, и все очень дружелюбны друг к другу, и вместе проводят время. Вот понимаете, вот если их объединить, эти карты, они трактуются именно так, что есть вот этот какой-то момент и спокойствия, и изобилия одновременно. Но также эти карты, они могут показывать жизненные какие-то радостные сюрпризы.
Мол, высшие силы благословляют вас на то, чтобы получать эти сюрпризы в скором времени, именно счастливые сюрпризы, хорошие новости. Вы знаете, как будто бы что-то обрадует, может быть, в скором времени. То есть перемены у вас пока идут к лучшему. Но главное, мол, сиди дома, да, сиди дома, ну или как, общайся с близкими, с друзьями, там устраивай праздники, вот такое. Следующая карта у нас восьмерка огня. Посмотрите, здесь женщина путешествует по бамбуковому лесу на панде. Эта карта, вот вопреки, тут огоньки, видите, китайские фонарики, да, повсюду. Вопреки другим колодам, эта карта не означает очень быстрого движения. Она означает дорогу, но это медленная дорога через лес. Мол, пробираемся и пробираемся потихоньку вперед. Я не говорю, что вам куда-то нужно будет после того, как вы посидите дома, там, да, попразднуете что-то, порадуетесь чему-то, ехать. Не обязательно. То есть карта это она может означать, что просто медленно будете двигаться по жизни и главное иметь какой-то прогресс. Также карта показывает некого защитника, который будет около вас. Это панда для девушки, да, то есть это защитник. И фонарики, они освещают путь. То есть, получается, вы можете по какой-то проторенной дороге, по освещенному пути куда-то двигаться. Может, правда, куда-то поехать, но поездка будет с защитником и довольно спокойная какая-то. Именно, что как будто высшие силы будут этот путь вам освещать. И получается, что все будет развиваться, да, как-то вперед идти, но не очень быстро. Волшебная сила тут есть, да, у этой девушки. Вокруг витает такая приятная энергия. То есть карты здесь неплохие. Вот честно, вот у вас на будущее, да, послание от высших сил, от ангелов, все три карты, они неплохие. Очень хорошие, я бы сказала даже. Счастливые какие-то карты. И они говорят, что вас ждут перемены именно к лучшему. Вопреки тому, что вам говорят, допустим, да, вопреки тому, чего вы боитесь. И да, вы сейчас встали уже в такую, ну так скажем, позу. У вас есть лев, да, и вы готовы бороться, и у вас есть сила, мол, у меня есть сила, я эту силу всю беру и буду бороться. Но пока бороться как будто ведь и не с чем. Вот. Наоборот, идут какие-то радостные события. И даже если дорога, то она какая-то вот такая, наоборот, спокойная дорога с фонариками. Так, давайте теперь посмотрим, что вам скажут духи животных. Здесь у нас есть бизон. Опять же, видите, Вселенная пошлет изобилие. То есть, вот я не просто так вам говорю. Действительно, четверка огня, тройка воды. И это настоящие потоки изобилия в жизни. То есть могут быть хорошие новости о деньгах. И бизон подтверждает, Вселенная пошлет изобилие. То есть будет что-то хорошее, да, особенно в материальном плане. В скором времени будет что-то хорошее в материальном плане. Правильно? Вот вам не надо тогда, значит, сильно переживать, накручивать вот то, что у вас там в жизни происходит, да, какие-то новости там цепляете, там кто-то из интернета, кто-то из телевизора. Но, может быть, пока не стоит впадать в сильнейшую панику по этому поводу, да. Может быть, вам стоит сначала немножечко так остановиться и подумать, посидеть дома, да, и подумать там, а пообщаться, может быть, наоборот, с людьми позитивными. И вот Бизон, он говорит, что у вас есть магическая сила благодарности. Есть невероятный потенциал, который сейчас открывается вам, но только в ответ на вашу благодарность этому миру. То есть поблагодарите вашу жизнь, окружающий мир, обстановку окружающую за то, что у вас уже есть. Вот на самом деле сейчас люди, многие недовольны. Но у вас есть и плюс, у вас есть что-то, да, за что вы можете благодарить. Вы можете благодарить за имущество, за вашу работу, за детей. Кто-то здоров, за здоровье, да. И вам нужно вот не правительство поблагодарить, а Бога, Вселенную, ангелов за то, что вы в каком-то смысле там, под защитой высших сил, в каком-то смысле у вас там есть, там, не знаю, земля или там крыша над головой, еда, обучение, понимаете, дети, мужья, там, жены. Попробуйте собрать 5 пунктов, за что вы можете поблагодарить Вселенную. И это откроет вам еще большее изобилие. То
То есть бизон об этом говорит. На самом деле бизон это бык, да, символ достатка. Что у славянских народов, что вот как здесь, у индейских народов. Если есть бизон, это всегда богатство. Мало того, что быка мы запрягаем, да, чтобы он пахал землю, кто-то его использует для мяса. Индейцы там всю зиму бизона ели. И шкура, да, кости, все используется. Ну, раньше использовалось древними народами. Я, конечно, ни за что не призываю убивать животных, я этого терпеть не могу. Но символ, да, вот как дух бизона, символ, это достаток, конечно. Потому что раньше все первобытно жили, и у кого есть целый бык, это было ого-го как. Вот. Поэтому не выбрасывали ни кусочка, да, от того, что добывали раньше. Поэтому, да, дух бизона, он пришел, чтобы сообщить, что настало время воплощать желание в жизнь. И не силой, требованиями, вот как у вас карта сила, а следуя естественному пути. То есть перед вами есть какой-то путь, он естественный путь, он проложенный путь высшими силами. И просто верите в свою удачу и идете, да. Всего будет предостаточно, вам хватит и любви, и денег, и вдохновения, и поддержки. Ничего не бойтесь, просто благодарите. Вот это самый лучший вариант, как можно сейчас этот мир настроить не против вас, а на вашу волну, да, то есть помните, что кроме там тех сил, которые на вас влияют, есть еще Бог, есть еще ангелы, и что как-то могут так события разворачиваться, наоборот, в вашу пользу, а вы этого и не ожидали, да, что высшие силы, они могут на самом деле помогать и разворачивать все так, как нужно для вас и лучшим образом для вас. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Что вам хотят сказать ангелы, высшие силы, Вселенная, Бог, да, духи рода? То есть мы смотрим послание в условиях того, что сейчас там, да, вот какие-то перемены пошли в жизни у каждого человека. И мы смотрим, а что, ну, на вас это как-то, как влияет, да, что поменяется, и, может быть, как-то помогут вам высшие силы. И первая карта у нас, да, это в каком аркане вы сейчас живете. Тут у нас такой вот красивейший темненький флюоритик. И первая карта это вы. Вы у нас в аркане влюбленные живете. И главное, так интересно, опять лев и девушка. Вот на карте сила, в первом варианте, первая карта была сила. И там тоже были лев и девушка. И теперь то же самое на карте влюбленные. Интересно, да? Вообще карта влюбленные, она показывает, что вы живете в любви. То есть, может быть, вы кого-то очень сильно любите, может, вы обнимаете своей душой весь мир и любите всех, все вокруг себя. То есть Вселенную, Бога, людей, там, не знаю, животных, травы, там, деревья. То есть есть люди, которые, ну, просто созданы из любви. Есть люди, которые сейчас просто кого-то очень сильно любят, да, и в этой любви вы растворяетесь. То есть для вас есть кто-то, кто является, ну, сейчас вашей половинкой. Я там не берусь судить, там, типа, вот, настоящая половинка, не настоящая, там, близнецовое пламя или нет, а просто вот. И, конечно, здесь влюбленные, это, опять же, карта льва. Но на самом деле второе – это карта близнецов. То есть не только лев, но еще и близнецы, правильно, знак зодиака. Может быть, сейчас на вашу жизнь влияет кто-то со знаком зодиака лев или со знаком зодиака близнецы. Но также эта карта просто вот человека, который дружелюбный, безобидный, умеющий договариваться с людьми, умеющий быть очень коммуникабельным, общительным, добрым, понимаете? То есть карта любовь, жизнь, да? То есть здесь у нас написано жизнь и то же самое любовь, да? И, конечно, я считаю, что она может обозначать только того, кто пережил большую любовь и имеет большую любовь к жизни и к кому-то, да, может быть, кому-то, к человеку какому-то.
И любит от души, от всего сердца, то есть отдает себя. Конечно, это искренняя карта. Она говорит о том, что вы идете по пути своего сердца. И недавно жизнь вас заставляла выбирать долг, чувство долга или поступить по сердцу, понимаете? То есть поэтому она вам еще могла выпасть, что поступить по долгу или по сердцу. Так, ну ладно, хорошо. А что вам скажут ангелы, вселенная, духи рода, Бог? Вот про вашу жизнь в ближайшем будущем, да? Что там вот за намеки будут по картам? Потому что сейчас, да, все в мире меняется. Вот что это у вас будет меняться, что? Так, ну тут мы видим шестерку огня, да? Воздушный шар, корабль на воздушном шаре отправляется куда-то. Конечно, эта карта показывает дорогу. Если в первой позиции было указание сидеть дома по четверке жезлов, то во второй позиции мы видим здесь указание отправляться в путь. Может быть, вам нужно съездить за город и развеяться, а может быть, вам нужно ехать в другую страну, в другой регион. Вот вам лежит куда-то дорога. Но дорога какая, да? Вот мы видим здесь большой воздушный шар, корабль, и рядом много воздушных шаров. Дорога это лежит не только для вас, а еще как будто бы для многих других людей. И рядом тоже будут как будто бы ехать какие-то люди. Поэтому это может быть самолет, поезд, не обязательно там машины, да, едут там машины, вереницы, не обязательно. Автобусы, то есть любой общественный транспорт, что многие люди куда-то едут, и ты едешь куда-то. Но дорога это такая плавная, да, какая-то, вот, знаете, как медленно продвигающийся путь. И карта, она неплохая, она всегда означает, что человек выбрался победителем из какой-то тяжелой ситуации. Поэтому, мол, высшие силы вас куда-то повели, и вы можете идти за ними, за ангелами, за Вселенной, за Богом, и вас куда-то выведет в хорошее место. Да? Давайте следующую карту посмотрим. Следующая карта – Паш воды. Вот видите, она такая нежная карта ребенка, русалки. И она показывает, что какой-то необычный человек появится в вашей жизни. И также вообще эта карта намекает, может быть, иногда на вашего ребенка, что думать нужно о детях, да, о своем ребенке, что устраивать его жизнь ребенка. И также, знаете, что ребенок вообще само по себе, да, что у вас очень сильная энергетическая связь с вашими детьми, с ребенком, и что он отвечает вам любовью на любовь, благодарностью на благодарность. Но также это карта неординарных людей, то есть личности наивные, но в то же время творческие и очень искренние и приятные, которые могут появляться в вашей жизни, да, в скором времени. Необычное знакомство может быть такое, да, с очень нестандартным, неординарным душевным человеком. И также это могут быть какие-то предложения по этой карте. Вот, высшие силы, мол, посылают вам какого-то человека необычного с предложением. И это предложение, оно искренне и от души идет. Человек, которому можно верить, на самом деле. Который не подведет, да? Который относится к вам без корысти какой-то, там, без зла, без всякого. Такой, как наивный ребенок, да, большой может быть, но наивный ребенок. И следующая карта у нас звезда. Звезда, она говорит о том, что надежда, есть надежда в скором будущем на лучший исход. И также эта карта, она показывает дальние страны, опять же, города, путешествия, общение с людьми на расстоянии. Она может говорить о том, что вы можете популярным, известным человеком стать в скором времени. То есть, или действовать через средства массовой информации, да, допустим, что-то обнародовать, что-то рассказать для всех. Ну, бывают там люди-блогеры или еще что-то. Вот. То есть общаться с многими людьми, но посредством, там, например, интернета или средств массовой информации. Вообще звезда – это как будто казалось что-то недосягаемым, да? Какая-то мечта несбыточной. Но как раз-таки эта мечта может сбыться в скором времени. То есть вот такие карты, говорящие о том, что вы можете исполнять свои мечты и воплощать их в жизнь.
Карта также может характеризовать стоящего рядом пажа кубков, пажа воды. То есть, что человек, с которым вы будете общаться, он может быть известным и популярным, и среди там многих кругов, да, этот человек известной личностью является. То есть вы можете познакомиться с еще и не просто таким необычным человеком, нестандартным, а еще и как что этот человек звезда, понимаете? То есть вот в такой степени. Так, что скажут духи животных? Что же скажут духи животных? А выпала вам свинья. Крылатая, кстати, свинья такая прикольная. Пользуйтесь разумом мудро, говорит свинья. То есть высшие силы, они вам посылают указания еще и, да, чтобы вы хорошо подумали. И если вы мудрый человек, вам будет открыта везде дорога, да. А вот если вы начинаете совершать глупые поступки, то есть это все ложится на ваши плечи. Вам нужно перед тем, как что-то делать, сначала думать, что ты делаешь. Вот это уберегает вас, по сути, от необдуманных поступков, необдуманных действий и импульсивных, порывистых поступков. Правильно же? Вообще свинья, она всегда приходит сказать, что умом можно пользоваться правильно, и у нас есть общий дар, этот ум, да, но применять его нужно осознанно, с любовью, с состраданием. То есть не грубите никому в ближайшем будущем. У вас есть рассудок, он позволяет понимать ценность интуиции. И если ее связать с умом, здравым смыслом, да, то это приведет к вашим каким-то разумным решениям. Правильно же? Поэтому вам пришла эта карта, то есть высшие силы, ангелы послали вам ее, что если вы умом все будете анализировать, то вы получите высшее благо. И не забывайте учитывать все детали, даже если они противоречат тому, что вы уже знаете. Вас наделяет ангел мудростью. И просто позвольте ему подсказать вам взвешенные какие-то решения. И попробуйте откровенно говорить с людьми. Но каждое слово все-таки должно быть только ласковым, нежным и добрым. Если вы будете откровенно людям грубить, это на руку вам не пойдет, да. То есть вам только все сейчас выгодно говорить с любовью, здравым смыслом и с благодарностью, может быть. Никому нельзя грубить. Только хорошие слова говорите людям. Поэтому, да, сейчас мы все не выдержанные, можем нагрубить кому-то, но вот сразу же свинья вас предупреждает, что она вас оттягивает назад, да, чтобы вы не могли говорить резкие слова. И, конечно, вам нужно выходить из ступора, то есть дать рассудку отдохнуть от всяких нервов, переживаний и включить уже логику, здравый смысл и интуицию вместе, чтобы понять, как вам действовать. Потому что, возможно, вы вот как, имеете сейчас спутанное сознание, то есть не совсем понимаете, как вам нужно, а вы недавно стояли уже перед выбором долг или сердце, и будете, возможно, еще стоять, и поэтому вам нужно собраться и подумать. Ну, такая позиция номер 2. А мы идем дальше к позиции номер 3. Что хотят сказать вам ангелы, высшие силы, Бог, Вселенная, наш флюоритик. И первая карта – это как раз-таки в каком аркане вы находитесь, да? Ну, тут у нас с вами олень, туз земли, да? Туз земли, как вы понимаете, это туз пентаклей, правильно? Олень, тут такой вот олень, а рядом, видите, знак, высший знак земли. И мое мнение здесь, что вот как будто бы вы живете в очень изобильных энергиях, в состоянии второго шанса в жизни. Вот как будто жизнь вам дает какой-то подарок. Вам жизнь какой-то дает, ну не знаю, там второй шанс или просто шанс, да, который нужно срочно использовать. У вас есть возможность принять поток изобилия, что-то изменить в своей жизни, улучшить, подняться, например, там, не знаю, по карьерной лестнице, разбогатеть,
жить гораздо лучше, чем вы жили раньше. То есть вы сейчас полны позитивной энергией, именно вот этих возможностей. И, конечно, может быть, недавно уже вы осознали свои вот эти возможности. И вы осознали то, что сама по себе Гайя, Земля, она вам благоволит, и она вас поддерживает. То есть вам нужно почувствовать эту энергию Земли, потому что она ваша мать, она вас родила, и она же вас и заберет. То есть, сами понимаете, тело она дала нам, нашему духу в долг тело, вот так, да, попользоваться. И потом мы возвращаем ей все до атома, да, до атома. Мы ничего не можем забрать куда-то еще. Соответственно, мы все дети Земли, правильно? Вот у кого есть тело, он ребенок Земли. И вы можете к своей матери обращаться хоть сколько. Как вы к своей земной матери можете обращаться, так вы и к своей единственной настоящей матери можете обращаться. Соответственно, если вам отказать может ваша мать, то Земля никогда не откажет, если вы ее о чем-то попросите. И вы сейчас как будто это чувствуете. И чувствуете вот эту невероятную связь. Поэтому это везучая карта. Вот прям карта везунчика, да? И вы сейчас настоящий везунчик. То есть, может быть, жизнь до этого вас била, но сейчас вы входите в ту эру, когда вам должно в чем-то очень крупно повезти. И это ваш шанс. Вот хватайся за него, как говорится. Хорошо. Давайте посмотрим, что у вас, какие указания от высших сил, от ангелов будут на ближайшее будущее. То есть, что там изменится, может быть, и вообще, что будет. Что вам скажут высшие силы, какие дадут советы. Итак, смотрим. У нас тут, значит, десятка Земли. Опять же, очень хорошая карта. Мы здесь видим сундук с драгоценностями. Мы здесь видим 10 пентаклей замечательных, собаку или волка и девушку-фею. И, конечно, эта карта говорит о том, что вас ожидает какая-то стабильность в жизни, да, процветание в жизни. Извините, если туз пентаклей лег рядом с десяткой пентаклей, это дорогого стоит. И это единственное, что означает, что вам в жизни идут большие деньги, да. Вот это сразу же указание от высших сил. Вам в жизнь идет богатство, процветание, большие деньги. Мы не можем знать, откуда они идут каждому из вас, кто смотрит третью позицию. Но явно улучшается материальное положение в скором времени. Кто-то скажет: да вы что, сейчас такие перемены, оно может только ухудшаться. Но есть люди, которым перемены на руку идут. То есть не всем людям перемены идут во зло, понимаете? Кому-то они идут в жизни на руку. Главное правильно действовать. И, соответственно, может, ваша профессия станет более востребованной, может, еще что-то. Мы же не знаем. Главное, что почему-то вот высшие силы вам не дают указания сейчас двигаться куда-то. Они дают вам указание посидеть и подождать, наоборот. Связаться с силами рода и силами Земли. Земля – это стационарная энергия земная, да? И она, наоборот, не говорит о движении. Она говорит о том, что нужно как бы включить даже состояние некоторого застоя. То есть оставаться на месте, сидеть и чего-то подождать. Может быть, подождать развития событий. Сейчас узнаем. Но как будто бы вот именно поток изобилия идет в жизнь. Большой поток изобилия или какие-то шансы по поводу денег, имущества. Так, ага, вот они изменения, понимаете? Трансформация, карта трансформация. Видите, transformation. Она говорит о том, что в скором времени, видите, тут у нас как птица Феникс, да? В скором времени у вас идет возрождение, очень большая перемена в жизни. И вот тут нужно будет решить, что вы раз и навсегда покинете, оставите за спиной, а что вы примете в свою жизнь и тоже раз и навсегда. То есть получается, что для прошлого больше не будет в вашей жизни места. И поэтому, мол, нужно ожидать чего-то, да, вот как развитие в вашей жизни каких-то событий.
Именно поэтому нужно ожидать, потому что вот как-то стихийно и неизбежно подойдет момент прощания с прошлым и начала нового будущего. Как птица Феникс ты возродишься из пепла, да? И, соответственно, для вас это какие-то шансы вот идут сейчас в жизни, большие шансы. И их нужно не пропустить, да, еще и принять, и главное при этом включить голову, то есть спокойствие нужно. Так, дальше что после трансформации идет король мечей. Король мечей – это лучший управитель в условиях войны, как вы знаете, король воздуха. Здесь он наряжен в птицу, которая, ну, как сказать, охотничья птица. И такая птица имеет очень острый взор, да, то есть зрение, очень острое зрение, она видит все с большой высоты. И эта птица, когда нацеливается и летит к своей цели хватать уже свою добычу, она никогда не промажет. Так вот, после трансформации, после возрождения вы можете занять престол, ну какой-то трон. Но также вы можете быть под влиянием какого-то мужчины, возможно, знака воздуха или с асцендентом в воздухе, у кого есть некая власть, именно такая жесткая какая-то власть или какая-то очень серьезная профессия. Ну, например, там, я не знаю, когда юрист, доктор, там, судья, полицейский, там, военный или еще кто-то. Вот такое чувство, что, может быть, ваша жизнь очень сильно сплетется с каким-то человеком, у кого такая есть профессия, да, или там, ну, какое-то высокое кресло. Вот либо вы займете очень высокое положение в обществе, положение в жизни. Но для этого нужно пережить вот эту трансформацию. А сейчас высшие силы не говорят чего-то делать. Просто, мол, свяжись с силами рода, с силами земли. Также береги свое, то, что у тебя есть нажитого. Сиди там на своих пентаклях, на своем сундуке, да. И, соответственно, ну, приобретай для себя что-то. То есть, может, там, не знаю, там, землю, имущество, хорошую работу. Энергии именно такие вот очень, ну, изобильные идут в вашу жизнь. Ну, вот такая вот позиция. Так, хорошо, теперь смотрим духи животных, что вам скажут. Что вам ангелы передадут через духов животных. Да? Духи животных. Рысь. Жизнь загадочна, говорит рысь. И действительно, вы даже не знаете, как может жизнь повернуться вдруг к вам лицом. Да? То есть вы сначала считаете, что вы идете по пути сердца, допустим, по карте влюбленные, вы добрый, ой, влюбленные, все уже, туз пентаклей, вы добрый, приятный человек, который любит эту жизнь, вы идете в энергии изобилия, хватаете свои вторые шансы, да, но в любом случае вы понимаете, что на вас сейчас давит обстановка, у вас может быть некий пессимизм, страх все равно присутствовать в жизни, и вам нужно понять, что жизнь загадочна, жизнь загадочна. И эта жизнь, вот, она может преподносить вам приятные сюрпризы, а не только неприятные, понимаете? И, соответственно, когда мы видим рысь, а рысь, она одиночка, она действует всегда как бы без того, чтобы с кем-то кооперироваться, допустим, она действует сначала по своему решению, да? То есть как она действительно почувствовала, вот она так и действует. И вот вам нужно понять, что вы должны почувствовать, как вам надо действовать. Может быть, никому не отчитываясь. А именно, может быть, ни у кого не надо брать пример, а принять свое какое-то решение. Как вам именно в условиях действовать, да, или не действовать и, там, допустим, ожидать, как я советовала вам. И вот смотрите, она всегда, рысь, она крадется всегда бесшумно, тайно. Как вы знаете, вот многие охотники рассказывают, что рысь забирается на дерево, охотник идет, и она всегда нападает сверху, со спины. Также она на добычу нападает. То есть действует одна и очень тихо. Действительно, она затаивается до самого последнего конца. Она очень бесшумная. И вот, может быть, вам стоит сначала так себя вести. И вот дух рыси, он
дает важное послание о том, что не все в мире сейчас понятно и объяснимо силой разума. Вы пытаетесь разобраться, пытаетесь логически оправдать, предсказать будущее с помощью фактов и рассудка, но вы не найдете ни уверенности, ни утешения в этом, понимаете? То есть не надо рассудок тут вот прям применять на то, чтобы попытаться спрогнозировать, что вас ждет. А попробуйте как-то просто почувствовать. А может быть, не стоит вообще себе что-то прогнозировать. Почувствовать просто, как вам жить. И она советует поверить в великую тайну, чтобы секреты мироздания открылись вам на личном опыте. Не фокусируйте взгляд, вы увидите тогда что-то спрятанное, что таилось на виду с самого начала. Просто не нужно фокусировать взгляд, вы должны его размыть наоборот. Вам нужно ощутить пульс высшей силы в этом мире. Вот как я вам советовала, да, с Землей скооперироваться, она ваша мать, и почувствовать ее ритм, и почувствовать ее энергию. Вот так же точно мир советует почувствовать рысь, да. Поэтому вот попробуйте внять этим советом, попробуйте понять, что жизнь может преподносить вам любые сюрпризы, и тем более, что у вас есть, да, по тузу пентаклей шансы. Вы добрый, хороший, щедрый человек, позитивный. И вам, может, даже кажется, что у вас нет таких лидерских качеств, но это не так. Ничего не бойтесь, не волнуйтесь, не читайте, да, какие-то там слишком большие спамы. А попробуйте вот ощутить сами, да, сами вот послушать именно окружающий мир вот по его вибрациям. Ну, вот такая у нас третья позиция. А мы идем дальше. Наш четвертый флюорит. Вот очень красивый. Фиолетовый. И первая карта – это в каком аркане вы сейчас находитесь, а тема расклада – послание ангелов, высших сил, духов рода, вселенной, Бога по поводу перемен в вашей жизни и вообще наставления от них, какие-то советы. Да? Итак, вы находитесь в карте король воды. Ну, тут у нас это вот такой вот прям бог моря с трезубцем, такой добрый, каждую рыбку он любит. И, конечно, вы, может быть, сейчас отвечаете за кого-то в жизни, но вы очень добрый управитель. То есть это может быть хозяин дома или хозяйка, да, там на работе вы можете исполнять роль начальника или бригадира, например. Ну, или просто любящий свою семью человек, неважно, мужчина или женщина. С большой любовью, с трепетом относитесь вы к каждому существу. Конечно, вы человек, может быть, и влюбленный в кого-то. Может быть, какой-то мужчина знака воды сейчас играет в вашей жизни очень большую роль, если вы женщина особенно. Может, вы мужчина знака воды, вы просто душевный, заботливый, мягкий, приятный человек, который анализирует все внутри себя, да. Ну, то есть карта, она показывает на самом деле вот проявление заботы, проявление любви, проявление лучших чувств, дружеских чувств, мягкого, приятного человека, но которому нужно кем-то, чем-то управлять все равно, за кого-то что-то отвечать, да? То есть без этого никак, без ответственности никак, правильно? Хорошо, давайте посмотрим, что скажут вам ангелы, высшие силы, духи рода, вселенная, кто угодно, да? Кто собрался около вас сейчас, чтобы дать вам лучшее наставление. Что скажут они о вас? Карта Шут. В вашей жизни начинается что-то абсолютно новое. Так вышло, что вы входите в совершенно новую эру. И вам нужно просто взять и шагнуть. Начинается большое приключение. Высшие силы считают, что как ребенок вступил бы на эту тропу, на эту дорожку, да, и его бы просто позвали, а он бы пошел, так и вам нужно сделать. Бывает, нужно зажмуриться, поверить высшим силам и идти куда-то вперед, в путь. Бывает такое, открывается в жизни дорога. Ты же не знаешь, чего тебя там ждет. Но тебе нужно туда отправляться, в это приключение. И тогда вам нужно просто собираться, поверить и идти. Если вы будете дуть на молоко, бояться, психовать, это вам ничем не поможет. Высшие силы взяли вас за руку. Они вас ведут, как будто бы вы ребенок-первооткрыватель. Вы откроете для себя что-то новое, интересное, яркое, необычное. Но если вы не шагнете, как же вы для себя это откроете?
В эти новые врата, в эту новую дверь придется шагнуть, в новую эру, в перемены. И, соответственно, они могут быть разнообразные, но их стоит принять с философским таким смыслом, что жизнь меняется, и мы принимаем любой опыт за драгоценность, да. То есть люди обычно к негативному опыту относятся плохо, к позитивному хорошо. А на самом деле любой опыт нужно принимать как большой подарок. И тогда жизнь всегда будет счастливой. Попробуйте, как ребенок поступить, да? Просто пойти. Хорошо, давайте смотреть дальше. Следующая карта у нас двойка огня. Мы здесь видим жирафа. У него есть фонарик и девушку, она на нем куда-то собралась. Он освещает свой путь, у нее есть даже еще и вот тут еще один осветительный прибор, свеча, да, с подсвечником. Вот освещает себе путь и идет вперед. Вот у вас все равно нужно построить сейчас будет планы на будущее. Высшие силы говорят, что вы можете встать перед выбором, идти или не идти вперед. Но куда-то смотрите за горизонт. То есть какие-то открываются дальние дали для вас, новые перспективы. И, соответственно, если вы запланируете что-то, вам просто нужно будет эти планы выполнять и идти, да. И да, никто не может предугадать свою жизнь и полностью распланировать, что вас там будет ждать, правильно? Но все равно эти перемены придется принять. Сначала будет даже как-то, может быть, и скучновато, может быть, не так все быстро будет развиваться и вертеться вокруг вас. Поэтому ничего тут бояться не стоит. Хорошо, дальше смотрим. Следующая карта — королева мечей. Какая-то женщина в скором будущем может влиять на вашу жизнь. У нее есть сова, значит, она очень умная. Это может быть женщина даже, по сути, знака воздуха или с асцендентом в воздухе, или просто, мудрость, да, карта мудрости. Вот эта женщина, она дисциплинированная, она умеет давать правильные советы, указания, она может быть хорошим специалистом. Может быть, вас ведет к этой женщине, которая может вам что-то посоветовать, дать правильные указания. И мудрые именно советы или мудрые консультации. Также карта сама по себе, конечно, мудрости и самодисциплины, которая говорит о том, что в условиях нестандартных, в условиях того, как меняется мир, нужно уметь брать себя в руки и говорить себе, по какому режиму вы будете жить, во сколько вы будете вставать, во сколько ложиться, что вы будете есть. И лучше составить расписание своего дня. Так будет проще переживать любые волнения и перемены в жизни. Абсолютно любые. И, соответственно, высшие силы, они говорят, вот тебе помощник, женщина, она будет тебе помогать, если ты примешь ее помощь. И все у тебя наладится, все будет хорошо на новом пути жизненном. Так, смотрим теперь указания от духов животных. Морская звезда. Откройтесь бездне возможностей. Вот видите, опять же мы про бездну говорим. Что Шут, он всегда говорит о том, что нужно шагнуть в пропасть. Что морская звезда, откройтесь бездне возможностей. Она всегда лежит где? На дне океана, правильно? Поэтому тут намек идет, да, что куда-то в пучину вам придется шагнуть. Но вам нужно открыться этому процессу. Не надо этот процесс пытаться заткнуть, игнорировать, пытаться бояться этого процесса, а скорее принять просто как есть эти изменения, да, и жить, просто жить в этих изменениях. Наблюдайте, ждите, скоро все изменится. И когда все изменится, вам нужно будет просто адаптироваться. Звезда, она открыта как морскому дну, так и лучам солнца, и она открыта силе возможного. Вам нужно взглянуть на горизонт и спросить себя, а доверяетесь ли вы своим возможностям? Вообще у вас много шансов в скором времени будет, которые вы не могли вообразить для себя. И вам дарится бесконечное число вариантов, как будет развиваться ваша жизнь. Соответственно, все зависит от вашего выбора. Да? Каждую секунду, каждую минуту вы выбираете, как вам поступать, как вам думать. Соответственно, думайте позитивно.
Вы этим уже спрогнозируете позитивную реальность, ее смоделируете просто. Морская звезда, она советует вам стремиться за пределы своего повседневного взгляда, зоны комфорта. Вам нужно мечтать, фантазировать о большем. Нужно верить, нужно надеяться еще сильнее. И вас озарит свет волшебного потенциала. По сути, звезда – это хороший знак на самом деле. Она явилась напомнить вам о том, что ваши возможности абсолютно безграничны. И вам кажется, вы чего-то избежать не можете. Какая-то непреодолимая сила вас преследует. А на самом деле это не так. Вы можете все преодолеть. И можете чего угодно избежать. Просто нужно правильно поступить, да? А как поступить сейчас? Ну, раз вас затрагивают стихийные какие-то перемены, отдаться этим переменам. Понимаете? Просто отдаться и покориться им. Меня куда-то тащит. Я потащусь туда, по течению поплыву. Против течения сейчас грести бесполезно. Вы хоть сколько гребите, оно вас все равно начнет нести в другую сторону. И лучше поплыть, расслабиться, да, завести себе там, не знаю, плавательный матрас, лечь на него и куда-то там понесла меня река, да. Вам нужно понять, что никаких рамок сейчас нет. То есть ваша жизнь, она изменится к лучшему. Вам есть помощник, но рамок сейчас никаких нет. Может что угодно быть. Поэтому просто живите. Ну, такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.